Всем привет! С вами Наталья, канал NK Modern. И я вам... Да, это черный пакет, черный пакет перед черным Хэллоуин. Нам на самом деле это не что иное, как моя посылка с Алиэкспресс. Она должна была прийти ко мне в Канаду 23 октября и сентября. И она, в принципе, пришла... нет, подождите, получается, да, я правильно сказала. Должна была прийти 23 октября. Перенесли эту посылку, мне написали в кабинете Алиэкспресс, что, ну, соответственно, продавца, что она придет ко мне 5 ноября. Но я получила вчера ее 23 сентября. Вот, ну, даже не я, кстати, рассказывали, что в Канаде нет возможности получать не лично. Ну, мой муж взял документы мои, ему тоже посылка пришла, поэтому, в принципе, он получил две посылки одновременно. Это, конечно, удивительно, но так совпало, мы по-своему даже рады. Причем мужа посылка шла не с Алиэкспресс, совершенно с другого места, ну, как бы вот так вот. Был приятный, приветливый почтальон, когда уточнил национальность, как бы язык, на котором мы разговариваем, мужу он сказал «здравствуйте» на русском языке. Ну, понятно, на каком. Собственно говоря, на таком английском говорю я, хотя я и тренируюсь, и я очень благодарна своим коллегам, которые, когда я переспрашиваю, как правильно сказать вот так или вот так, потому что транслейтер, к сожалению, не делает правильных, да, переводов. Иногда он дает такие варианты, что ты стоишь и думаешь, вообще о чем речь идет. Да, есть такие ситуации, поэтому как бы вот. И пока я была на работе, муж забрал эту посылку. Поэтому сейчас прям при вас я распечатываю. Сейчас я ее единственное, что разрежу, потому что с другой стороны как бы контакты и все остальное, видите, вот тут она запечатана. И посмотрим, что же я заказала и что в итоге, конечно, пришло. Буду проверять полностью. Посмотрим. Буду шуршать при вас, потому что, скажем так, в избежании, знаете, чего-то там такого, что ну, не доложили или еще что-то, я хочу, чтобы у меня было реальное подтверждение, что это так. Вот, потому что, извините меня, наверное, сейчас станет чуть-чуть хуже слышно, но это из-за того, что я просто немножко удалилась от микрофона. И, кстати, да, надо понять, хочу понять, из-за чего у меня есть особенности со звуком. Я думаю, что вот так должно слышно лучше. У меня есть ощущение, что я иногда ставлю, ну, креплю телефон таким образом, что динамик просто закрывается во время записи, но это надо проверять. Итак, да, я заказала... Это все должно быть на нанесенке. Заказала вот несколько наборов. Тут даже какой-то подарочек мне пришел. Да, муж сказал 4. Я говорю, да нет, должно быть 5. Вот. И давайте посмотрим каждый из них по порядку. Я их сейчас собираю с кадра. Вот, и по очереди, вот видите, это у меня подарок. Мне такой пришел. На самом деле иногда даже надо. Вот это своеобразный наперсток. Нити вдевателя у меня такие есть, я заказывала, поэтому сейчас я очень активно пользуюсь, поэтому, может быть, даже сейчас сделаю второй. Но это не примовские, они не магнитятся, поэтому это китайские. То есть они визуально выглядят так же, но срок их жизни, видите, они уже... Вот, ну и одна бобинка. За что, собственно говоря, спасибо. Я люблю получать всегда подарки. Как бы это всегда радостно, да и любая мелочь это уже знак внимания. Две бобинки, голубая и розовая. Я на самом деле тоже покупала когда-то бобинки, но на сегодняшний день я от них отказалась. Так, ну, наборы все в наличии. Начнем с этого, раз он попался мне в руки. Кстати, недавно у ЛКС вышел какой-то похожий сюжет, но посмотрим. Тут 14 каунт стандартный, потому что, чтобы вы понимали, вот я обратила внимание, что нанесенка на 14 и на 11. И я так понимаю, что на 11 меньше ошибок. Я смотрю сейчас Татьяну Стич. Таня, привет. Таня столько комментариев мне оставила, так приятно. Вот, и она на 11 каунте вышивает подушки. Кстати, мне очень понравилась эта идея. И да, ну, YouTube у нас для того, чтобы творческие люди делились своими мыслями. Вот, но 14 каунт для картин, это, в принципе,
ну, так должно и быть. Мне нравится то, что должно быть. Это запечатано в zip-пакете, поэтому сейчас спокойно я должна достать все это. У меня такой формат нанесенки первый. То есть у меня другие были, другая упаковка, но я покупала года 2 раньше. Да, Няша будет подпевать, она немножко не удовлетворена тем, что все ушли. Вот. Ага, вот, да, они показывают, что 3 нити на 11 каунте, на 14 достаточно в 2 нити. Номер, соответственно, ну, слушайте, какая замечательная инструкция, мне прям нравится. Слушайте, класс. Я заодно увижу, как это все вышивается. Видите, как показывает. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки в схеме здесь нету таких стежков, какие они показывают. Так, ну давайте проверять, потому что же говорю, я как-то в прошлый раз осталась без схемы, а схема мне нужна была для бэка. Ой, на самом деле рисунок небольшой, я думала, он как-то будет больше. Что здесь пишут на превью? А на превью пишут, что 48 на 35. Что-то это вызывает у меня сомнения. Сейчас будем мерить. Итак, вот мой сантиметр в руках на 40. А здесь, да, 48 это полная. Я думаю, что настолько маленький сюжет, что он. И 27,5. На превью написано 35. Ну, здесь 35, это опять-таки, скорее всего, запас. Да, совершенно верно. Поэтому, видите, разница сразу минус 8 сантиметров. Смело убираем. Так, вот такие палетки. Ого, какая длинная нарезка. Девочки, ну здесь, ну, нитка нарезана. Это они... Ага, у меня в сапожке просто в дважды оно завязано, здесь в одну. Ну, то есть, вот, опять-таки, нитка. Даже интересно померить, вы знаете, вот не любопытство ради, а просто вот именно для себя понимать, что... Ну да, вот получается... 1,20 м. Ну, прикольно. Слушайте, очень длинная. Ну, это я длину, это половинка, здесь 63, 6, ну, потому что неравномерно, опять-таки. Так, сколько здесь цветов должно быть? Ну, пишется, что здесь, ух ты, 41 цвет. Нет, 49. Тоже интересное написание. Я обращаю внимание, что вот до 40-го, потом с 40-го. Ну, тут full, да, полный крест до 49-го. Бэка я здесь не вижу. Здесь все полный крестик. Смотрим качество нанесения, потому что у меня центральный вот на сапожке и вправо-влево уходят, ну, есть ошибки. Смотрим в край. Но визуально вроде бы таких глобальных смещений я по значкам не вижу. Я как бы вы смотрите через камеру, я на самом деле смотрю немножечко в стороне, потому что мое зрение не позволяет все это видеть. Но здорово, мне на самом деле очень нравится. По цветовой палитре мне сложно судить, как бы я, да, все-таки бисерная пока еще. Нитки СХС, поэтому голубого крайне немного. Но что-то мне везет на сиреневые цвета. Эти голубой, сиреневый есть. Я уже прям интересно, какой же... Ну да, хотя сиреневый. Ну, смотрим номер на палетке. 211 номер. Ну, я такого не знаю. 160, ну, вроде знаю. Голубой у меня есть в Иволге. Ну, в общем, такой вот набор. Ниток на самом деле не могу определить, потому что они очень длинные намотки. Но, по-моему, мне кажется, их должно, как обычно, в их наборах мне хватает. Единственное, что воспользуюсь я советом Юли осенней, прежде чем приступать к такому набору, я все-таки хочу перепроверить, насколько по палитре они попадают. Потому что в целом могут и попадать, а могут и нет. Поэтому на 50 цветов надо перепроверить. Могут быть ошибки, я тут не скажу. Так, что со схемой? Смотрим. Она есть. Она есть. Здесь 4 листа должно быть. И вот они здесь подроблены. Ключ отдельный тоже есть. Поэтому не будет труда все сложить, все цвета пересмотреть. 159, 160, ну да.
Цвета мне уже знакомые. Многие, да, как ни парадоксально, я только начала вышивать, а здесь уже знакомые цвета. Интересно. И схема в итоге, ну, вся вроде бы. Тоже жирно, но то, что я вижу, полный крест, ничего такого, слушайте, даже интересно. Так, ну, в общем, я довольна, я довольна. Первый, знаете, как насколько ярче, да, смотрится. Ну, очень желтит и, не знаю, по палитре, мне кажется, не будет настолько желтым, но желтых цветов тоже достаточно. Посмотрим, посмотрим. В общем, ну, я довольна на самом деле. Вообще, это подарок к моему дню рождения. День рождения будет чуть позже. Вот, ну, посмотрим. Вот этот сюжет мне очень хотелось давно. Все знают это Dimensions, да, Elegant. Не знаю, насколько оно совпадает. Видите, у меня тут все Joy Sunday в итоге получилось. Одна упаковка. Размер 35 на 36. Ну, мы понимаем, да, что это там минус 8. 27 на 28, грубо. Достаю я. Ага. Если все так просто доставала, шуршу. Задник тут такой же, как и я так предположу, что они все будут одинаковые, раз у меня здесь одна упаковка. Давайте сразу схему посмотрю, да, она просто более лучше объясняет, что тут происходить будет, потому что здесь и бэк, и все будет. Так, смотрим. Так, это превью, да, уже без отблесков. Ну, супер. Бэка, конечно, хватает. Вот этот заборчик на заднем плане. Вообще милая. И птицы. Такое ощущение, что там уже дальше океан. Возможно, так и есть. Это как бы реальность Канады. Смотрю схему, полная или нет. 1-2 листа, 3-4. Ну, то есть, как они расположены здесь, не потрудились рассказать. Так, half stitch, не знаю, что это такое. Буду переводить. Back stitch, понятно. Full stitch. Так, на full stitch у нас 27 цветов, и 28-29 только используется в бэкстиче. Ну, хорошо. Высота 154 на 160 крестиков. Ну, классно. Ага. Да, 154 видно. Вот видите, ось координат. И, соответственно... Угу. А как же у них низ? Низ показывает тоже здесь 160. Окей. Мне это все нравится. Схема полная. Я же говорю, в прошлый раз я так как-то даже не поняла. Так. Палитра. Ну, интересная. Опять-таки, 16-й цвет хочу видеть и понимать, какой, да? Потому что я начинаю уже 809. Ага, ну, так, не совсем знакомый мне цвет, но он у меня встречался в других моих работах. Тут, конечно, ниточек немного. Без черного, кстати, цвет. Нет. Да, черного нету. Есть темно-синий. Две ниточки, две иголочки такие достаточно тонкие, кстати, мне стали регулярно попадаться. Достаточно тонкие иглы в их наборе. Ну, у меня ж несколько наборов есть и чистые. Тоже такой небольшой сюжет, как по мне. Частичная зашивка. Что я буду делать с частичной зашивкой, я еще не знаю. Но зашивать как на сапожке чисто белым я тоже не хочу. Учитывая мою дыркофобию, я не знаю, как правильно этот термин называется, чисто белым я тоже не хочу оставлять. Ну, в смысле, вот эти дырочки. Что-то я переделаю, возможно. Вообще размер такой квадратненький, кажется. Ну это не квадрат. Тоже такой момент. 156,6. 6 не хватает стежков и при этом ширину. Но велика вероятность, что они добавятся по 3 стежка с каждой стороны. Да, и я тогда тем самым сделаю сюжет более квадратным. Я могу немножко растянуть вот тут, вывести как бы в нули. Вот, ну посмотрим, как я буду. Если это будет совершенно квадратный сюжет, можно что-то придумать. Итак, да, 28 я сказала, и тут должно быть 27 вверх. Нет, 29. Ну, окей, ну, 127. Вы извините, я вот это окей, это я вчера была на работе,
И мне давали инструкции на английском языке, и я, когда понимала, говорила окей. Вот, и поэтому, я так понимаю, это уже и так мы часто используем, а сейчас это прям слово «паразит». Ну, круто, круто. Единственное, почему-то я была уверена, что фиолетовых цветов будет больше, а по факту я вижу вот на палетке только один, и на этом все. Странно. Странно, конечно, почему-то. Еще раз, первый номер. Только ключи есть. Первый номер здесь 340. Ну, фиолетовый. Ну, хорошо, посмотрим. Надо на самом деле, жюри, посмотреть. Жюри, буду перепроверять палитру, то есть спешить не буду. Я очень переживала, что я закончу свою нанесенку, а то, что я заказала, не придет. Так, ладно. Второй набор тоже будем считать, что с ним все в порядке. Беру следующий. Следующий набор, это прям моя такая хочу. 56 на 41. Посмотрим, что здесь. Называется он Beautiful Flowers. Красивые цветы, да, или прекрасные цветы. Тут как. Ух ты, опять еле-еле достаю. Так, ну такой толстенький. Смотрим. Смотрим. Странно, у меня во время видео обычно отключаются все звуки. Извините, но почему-то... все решают. Опа. Извините, при вас приятное шуршание. Так, вот такой вот. 266 на 184 крестика. Слушайте, мне прям нравится. Итак, сколько получается листов? Раз, два, три, 4... 5, 6. Пишут, что 6 и должно быть. Но видите, тут рандом. Маки. Такие желтые, прижелтые. Очень много бэка. Так, полных крестиков 30 цветов. 30 цветов в принципе используется. Тут нету дополнительных цветов для бэка или еще чего-то. И френч. Очень много будет фрузелков, да. Ну, французский узелок, да, и бэкстич. Бэкстич, слушайте, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 цветов бэка. Йоху. Да, эти листы важны, потому что действительно вот этот бэк делать, одно дело вышить, а другое дело действительно это все уработать, да, то есть сверху проложить стежки. Я очень благодарна Але, что она мне прислала, потому что я не знаю, как бы сапожок заканчивала. Вот, обидно было. 2 иголочки, видите, опять. Такая тяжеленькая. Прям. Вот это действительно много. Ну, тут как бы и размер побольше, да. Не только цветов, но посмотрите, нету дополнительных. Тут все на одном в итоге. Но опять-таки нету за счет того, что, видите, они развесили в одну... по одной вот так вот. Мне так, кстати, сразу удобно и доставать. Я стараюсь так сейчас вытягивать там, плиту косы, но с таких органайзеров я не снимаю. Это дает возможность, кстати, увеличивать количество процессов. Тоже интересный такой момент, что у меня все сложено, я там по папкам разложила и все. Не знаю, с какого первого из них буду начинать. Дайте закончить тот. Если что, вопрос, я понимаю, на опережение. Итак, ну, конечно, визуально смотрится это такая мешанина. Красные цвета отмечены синим. Это вообще, да, ну, когда вышиваешь, просто стресс происходит. Так, смотрим. Так, реальный размер 48 сантиметров на 34. Я, кстати, смотрела такой сюжет. Помните, когда-то делала обзор у меня на канале от Эдельвейса. И мне хотелось что-то подобное, но что-то меня сбивало постоянно с истинного пути. Думаю, а что же будет дальше, а что же потом, а что же... И в итоге я вот увидела эту нанесенку, думаю, надо брать. Учитывая, что я купила 5 нанесенок, у меня была достаточно серьезная скидка. Как я смеюсь, мало того, что бесплатная доставка, так еще один набор в подарок. Я не помню, там то ли 9, то ли 10 долларов у меня получилось скидкой. И набор маленький в подарок. Но из всех планируемых наборов, я вам скажу, сейчас покажу тот, который по факту есть подарочный.
Ну, как бы я бы его не заказала, у меня была похожая схема от Феникса, я кому-то из девчонок подарила участникам конкурса «Я художник, я так вижу». Вот, Париж Стрит Сен, я, по-моему, последнее слово я могла с ошибкой прочитать. У меня муж очень переживал, что мы не попадем сюда, мы попали, это был сентябрь, условно говоря, 2 года назад или 3. 3, наверное, слушайте, я уже не помню, в 2019 году 2. И я, конечно, поняла, что надо заказать такой набор, потому что с Фениксом не сложилось, а вот как бы есть такая нанесенка. Обещанный размер 30-38, но по факту мы понимаем, что где-то 24 на 30. Сейчас разворачиваю, тоже проверяем все, да, у нас это 4-й набор и будет последний, он, по-моему, самый большой должен быть. Они у меня и по размерам, и по тематикам, как всегда, разные. Вот, начинаем со схемы. Она такая, скажем так, более информативная, да. Итак, вот такая вот, без такое превью, без упаковки. Эйфелева башня, смотрю, будет, бэком проложено. Да, смотрим, сколько листов жюри. Я теперь это проверяю очень тщательно. 1, 2, 3, 4. Ну, в принципе, их столько и должно быть. Вот мужчина внизу. Да, бэк, конечно, феноменальный здесь такой. Ну да, он идет по чистому, поэтому тоже частичная зашивка. Я не вижу, чтобы тут что-то зашивалось. Ну, вот это вот, да, не самая моя любимая. Но, с другой стороны, фон можно выбрать, подобрать, ну, как обычно. Так, еще я не глянула, сколько же у нас цветов и какие элементы. Есть бэк, сегодня цветом это радует, серый весь. И с 1 по 22 номер. Ну, по количеству цветов чуть ли не самый маленький. Нет, наверное, в принципе, самый маленький, да. Ну, смотрим на палетку. Что тут нам нарезали? Ну, и опять 2 иголочки, поэтому я с китайскими тоненькими. Я на самом деле себе купила иглы по рекомендации DMC для своей многоцветки 28-е. Вот одна ниточка, одна иголочка уже в работе. Странно, самое главное, даже не видно, какая она вот с этого края стояла. Тут в наборе их на самом деле 6. Вот. Я как-то себе тоже купила с Амазона вот такие иглы, но это больше иглы для шитья, как оказалось. Ну, в моем быту все пригодится. Ладно, смотрим. Такой яркий голубой, слушайте, 17-й. Ну, понятно, он тоже есть. Ведь эти элементы, я так думаю, это же они, да, крыши, карнизы и так далее. Интересно, странно, в наборе нету сиреневого. Я как-то позаказывалась. Вот эти цвета мне очень нравятся. Кстати, если фон зашивать, вероятно, очень, что я выберу какой-то белый, теплый. У меня, благо, он есть в наличии. Скажем так, очень маленькая работа на фоне остальных. Она действительно маленькая. Смотрим ее реальный размер. Да, вместе. Это размер 23, да, меньше еще не было. Ну, с другой стороны, в высоту на 31. Ну, да, она просто чуть-чуть более вытянутая. Вот, предыдущие сюжеты были квадратные прямо, а это вот такая. Ну, слушайте, ну, интересно. Единственное, что же говорю, фон, ну, я буду думать. Ну, зная меня и мою фантазию, все это будет постепенно зашиваться. Тут, например, я бы каким-то совсем чем-то бледным зашила, потому что, ну, не бывает белого низа. Вообще нужно посмотреть, чей это оригинальный набор и глянуть, как это все у них реализовано, потому что это все-таки нанесенка. Я как-то уже говорила в своих видео, ну, повторюсь для тех, кто это не слышал или в принципе смотрит меня впервые, что я нанесенку беру исключительно для отдыха. И так как никто, кроме китайцев, не предложил такой альтернативы, да, это те вещи, когда я очень хочу отдохнуть за вышивкой, то есть вдохновиться, побыть творческим человеком, но при этом у меня какая-то вот ограниченность есть. Поэтому, ну, как есть, поэтому
Я вплоть до того, что я нанесенку лежа вышиваю, меня опять схватило плечо, я теперь знаю почему. Оказывается, когда у меня болит безумно шея и плечо правое, это у меня больше психосоматика. Когда какой-то стресс происходит, даже какой-то там относительно минимальный, а если я еще успею и пореветь, ну, не буду рассказывать, что у меня было на днях, ну, знаете, иногда бывает, накатывает, у меня была уважительная на это причина. Вот, поэтому, скажем так, я задерживалась очень долго, я держала эмоции в кулаке, и я так понимаю, что надо было сразу пореветь. Ой, ну или не знаю, как это все лечится, это психология. Заметила еще одну такую свою тенденцию. Я умею отключать чувства, эмоции работают все так же, но чувства, когда мне там нужно, я понимаю, что если я сейчас проявлю какие-то свои чувства о том, что как-то мне там, не знаю, внутреннее состояние покажу, а не внешние проявления, да, мне нельзя это делать. И я думаю, что вот эта вот система зажатости, да, когда внешне все выглядит отлично, а внутри там бушует ураган, это семейные обстоятельства, ну, на которые я повлиять не могу, к сожалению. Вот, не буду я как бы... И совсем не хочу, чтобы была интрига, но просто объясню, в чем дело. То есть все, у меня лично все нормально. Тут как бы семья, знаете, переезд и семья, отдаленность, все очень влияет на многие факторы. И, соответственно, ну, понимая, что ты изменить уже ничего не можешь, и, к сожалению, ты понимал, что может что-то происходить, а ты в это время на это не повлияешь, и из-за этого, конечно, появляется вот такое состояние, когда, ну, надо сдерживаться, но при этом ты понимаешь, что, блин, ну вот как-то вот так. Вот, я думаю, что такое состояние многим знакомо, когда что-то происходит, да, ты можешь только как зритель наблюдать, да. Вот, есть люди, да, я иногда даже над сериалами, я думаю, многие из нас прочувствуют, плачут там в конце или в середине фильма, неважно, когда это очень трогательный сюжет, то здесь у меня происходит аналогичная ситуация, просто происходит что-то, знаете, с людьми, которых я знаю, которые мне не безразличны. Ну, в общем, психосоматика, оказывается, вещь жестокая, поэтому бьет внезапно и по существу, но поэтому в таких ситуациях меня вот выручает вот как раз-таки такая нанесенка, и я хоть чуть-чуть расслабляюсь, мне становится легче, приятней, как-то там, возможно, даже во время вышивки я пересматриваю ситуацию, тоже легче становится. Ну, знаете, как минимум ухожу куда-то, а тем более, когда сюжет все равно проявляется, да, как на сапожке, то тоже как-то, ну, я же говорю, все равно отвлекаешься, расслабляешься. Мне нужен вот этот релакс, да, то есть возможность расслабиться, и я очень благодарна тому, что есть нанесенка, как вы видите, расслабляться я намерена серьезно. Итак, и последний мой набор из показанных, да, это уже будет 5-й. Он, на самом деле, один из самых больших. Выбирала я его очень долго. Меня очень смущала цветовая палитра. Опять-таки, буду пересматривать. Возможно, где-то кто-то уже знает этот сюжет, чей он. Вот. Конечно, желтит, очень желтит. Я вот не понимаю, почему. Тут уже реальная книжка для схемы. 71/59, даже с учетом того, что здесь, ну, грубо говоря, там 7 цветов лишних, да, там это 65/52, согласитесь, здесь достаточно серьезный размер. У меня где-то такого же размера иволга, но на 18 каунте. И я вам скажу, что здесь, ну, у меня 14 каунт. И я бы хотела видеть 180/220 крестиков. Здесь реально работы меньше, чем на иволге. На иволге больше. На иволге... Я уже не помню сколько. Ой, ну иволги там 450/337. Вот. Видите, хотела сказать, что не помню, но мой мозг говорит нет. 12 листов, разбита схема, 8,4 маленьких. Смотрим, ну, я думаю, книжка не должно быть вот пронумерованы. 1, 2,
Схема, конечно, цветная. Ну, мне нравится, кстати, небольшой размер, но и не маленький. 3, 4, 5, 6. Да, прежде всего. 7, 8. А теперь пошли маленькие. Ага, все нормально. Окей. Теперь смотрим ключ уже другими глазами. Только полный крест и 36, да, цветов. Кстати, цветов меньше, чем в первой моей природе, да, с домом. Небольшое количество цветов. Ну, я смотрю, и мне же дико становится. Но я же говорю, такие работы я обязательно буду пересматривать номера, потому что, говорю, спасибо Юле Сене, я ее каждый раз благодарю. Какая она молодец в плане того, что она действительно с этой палитрой. Ну, я тоже себе взяла, тоже опять-таки, я показывала уже неоднократно каталог, да, и ниток СХС, потому что, да, нанесенка именно СХС. Пишут, что это DMC, ну, давайте откровенно, что это не так, это просто аналог. Слушайте, какое дерево огромное. Ну, вот это вот огромные куски, которые здесь, да, тоже сразу хочется перепроверить. Давайте, наверное, несколько цветов с вами проверим, чтобы вам тоже было наглядно. Я покажу. Ну да. Я отвлеклась, думаю, на что. Поняла, разобралась. Видите, здесь есть цвета указаны. Вот на какой-то схеме, по-моему, на Париже, да, вот у меня еще открытый. Да, здесь тоже указано. Ну, где-то мне встречались, но я сейчас вам показывала, что не были указаны цвета. Можно, потому что это Дим. В общем, ну, Дим, я, честно говоря, сложно представить, как это будет. Ну, ладно, разберемся. Так, 613 номер должен быть вот этот темно-зеленый, да? Я же правильно смотрю? 12, да. Сейчас у меня есть вот такой каталог. Мейтенч я купила в рукодельном сундучке. Юля осенняя разрекламировала его, потому что действительно в этом магазине есть все, что, как говорится, нам необходимо. Вот, 613 это 15 лист. Видите, таблица общая, сводная, мне очень нравится это. Да, у меня есть еще места, где дописывать. Так, смотрим. Нет, не перелистала, как раз вот он, 613. Это должен быть вот такой светлый беж, представляете? Ну, в принципе, в небе он так, конечно, и должен быть. Берем нашу палитрочку. Она, гляньте, какая, ёху, такая, ой, тяжелая, реально тяжелая, я как бы не преувеличиваю. 12 цвет. Подождите, а как так получается? Ага, вот он. Что-то я растерялась прям. Я так понимаю, что тут будут бленды. 15 плюс 7. Интересно. Вообще ничего не понятно. Ха-ха-ха. Ну ладно. Что здесь написано? 613. Ну, посмотрите, достаточно светлый. Еще буду разбираться. Может, кто-то понимает, что тут написано. Ну, скажем так, вот первое не попадание. Насколько этот цвет темнее, я вам даже не скажу. Но его должно быть много. Смотрите. Да. Вот как бы и первый пошел. Он близкий, но более темный. Давайте еще посмотрим какой-то цвет вот синим. Да, я вам сказала, что вот надо вот быть очень внимательным. 04. Здесь 415 номер. Это лист 22. Сейчас заглянем на него. 22 лист 415. Вот он, светло-светло-серый. Смотрим, берем палитру. То есть, знаете, вот, пожалуйста, он рядом же цвет, но не тот. Это уже темнее будет, и, соответственно, это будет вот вырви глаз. 415. Это серый. И, ну, вот тут, кажется, мы близки. Есть такая вероятность, что затемнили. Вообще не попадает цвет. Смотрите, что делать.
Этот более такой коричневатый. И вот то, что Юля осенняя показывала, мы к этому, собственно говоря, и пришли. Ну, давайте еще 0,6, вот желтенький. Это должен быть 422, 15 лист. Вот так вот, знаете, вот по чуть-чуть вроде бы не попадает. Но этого достаточно, чтобы испортить картину. 422, вот такой вот у нас должен коричневатый быть, правильно? 6 номер, 6, ну да, опять нет. Опять оно все у них темнее. Кто у них это все делал? Или попали? О, ура! Нет, не попали. Это тут у них положен 30, даже больше к этому цвету. Даже не могу сказать, к какому. Вот видите, 833, я бы даже сказала. Ну, в общем, вот так. Вот такая вот штука. Поэтому я вот буду перебирать. Видите, тут вот по этой природе, я же говорю, во-первых, ну, желтит, да. И второй момент, что надо очень-очень аккуратно. Поэтому те цвета, которые ну, максимально совпадут, я, конечно, буду вышивать. А те, которые вот настолько глобально не попадают, ну, это, конечно, печаль, беда и огорчение. Вот, а где же у меня превью? Я только что спрятала, да? Где-то я спрятала. Еще раз посмотрим. Из-за чего я переживаю, потому что, видите, вот в небо самое важное, оно должно быть самое светлое. То есть, если природу чуть-чуть затемнить или сделать ярче, это не страшно. Но если будет темное небо, и тем более серый в небе, ну окей, тут возможно такой вариант, но тоже он не должен желтеть. Вот, иначе я просто попадаю в очень неприятность. Ну, в принципе, у них сейчас на превью где-то такие цвета и есть. Вот, соседи, если что, разговаривают в коридоре. Поэтому вот такая вот темнота и получится. Ну, давайте еще ради интереса вместе с вами посмотрим 7 номер. Это 437 номер. Мне просто вот почему-то уже очень хочется. 437 это на 20 листе будет. Да, так вот я и листаю. 20 лист. И 437 вот такой кремоватый должен быть. Итак, смотрим здесь. У нас получается 7. Знаете, они вот похожи, да, но говорю, за счет темноты. Кто его знает? Сейчас подумаю, что делать. За счет темноты. Ну, аллилуйя, совпал. Этот тоже на полтона темнее, но совпал. Вот это хотя бы хорошо, знаете, уже можно хотя бы его как-то отметить, что он совпал, семерочка. Я тогда буду вот обводить его, наверное, вот так. И, соответственно, уже буду, ну, видите, да, не так много, но я не переживаю. Я себе, зная, что я себе заказываю, я, конечно, заказала себе определенное количество ниток. Тоже это не оказался не СХС совершенно, но как я буду выходить из ситуации, я еще пока не приняла решение, чтобы именно вот попадать в СХС номера, потому что в Канаде я не уверена, что смогу купить вот по литру. Но, тем не менее, у меня есть, может быть, да, ну, вот если вот совсем не попадает, да, чтобы... В общем, буду смотреть, потому что, да, полтона по полтона, знаете, а потом в итоге смотришь и думаешь, что это у тебя такое вот нарисовалось? Ну, вот видите, кстати, у меня довешено здесь 22, 31, ну, логично. Их очень много, хотя тоже интересно. Нет, все правильно, 34, 31. Две пасмы. И визуально они кажутся разных оттенков. Чуть-чуть. Ну, ладно, знаю себя, я придираюсь. Я всегда придираюсь, я всегда такая. Вот, цвета, конечно, такие совсем природные, совсем грустненькие. Но ничего, я еще хочу вышить огромную картину с тиграми. Там огромное полотно, метр, насколько-то там. Тоже на нанесенке, правда. Да, знаю, что я как бы задерживаю с годом тигра, но уже будет следующий, да, всего лишь там 12 лет пролетит. И не замечу.
Вот, поэтому вот такие вот нюансы с оттенками — это реалии нанесенки. Поэтому, если хотите качественную все-таки, ну, я же говорю, я заказываю ради того, что это, собственно говоря, уже набор. И даже если что-то мне придется менять, может быть, там просто сдвинуть вправо-влево, я к этому, собственно говоря, готова. Вот. Тем более после бисерных работ, когда по 10 раз ты порешь, перепарываешь, да, для того, чтобы, в принципе, там были у меня случаи, когда, да, я в целом там рисовала заново рисунок. Я не вижу большой проблемы. Вот, тем более после того, как у меня сейчас бисер вообще даже на иголку не нанизывается. Это следующий этап и увлеченность, да, когда, ну, в общем, кто вышивает регулярно, те понимают, что, увы, сложности случаются, поэтому так, да. Кстати, одну нанесенку, возможно, мне Даша заберет, но это не точно. Поэтому, в общем, будем потихонечку, как говорится, вышивать, смотреть. И, ну вот, да, подготовительные этапы в нанесенке — это не то, что ты схватил и сразу вышиваешь. А вот в данном случае, видите, я могу из тех номеров, которые пересмотрела, пока работать только вот с семеркой, с 437. Ну, так максимально совпал. Уже говорю, 405, ну, в общем, ладно. Не будем о грустном, да? 415 другого тона, полутона. Ну, в общем, я подумаю, насколько это все критично на самом деле, потому что, ну, высока вероятность, что, может, я и, если вот эти полутона, они глобально, видите, из холодных в желтые перешли, может быть, и оставлю. То есть я помню выражение Юли осенней, она говорит, я меняла только те, что глобально не совпали, то есть полутона. Почему я вам показывала это? Потому что, скорее всего, буду искать совета у вас, потому что у меня отложен заказ на рукодельном сундучке, и велика вероятность, что я вот, наверное, все-таки пересмотрю палитру, даже вот сейчас закончу видео снимать, и, наверное, если я сейчас наберусь терпения, а я должна, я уверена, что я должна, я сейчас переберу палитру, и если будет такая необходимость, я, скорее всего, на рукодельном сундучке закажу требуемое количество ниток СХС уже именно по номерам. Вот, и когда буду делать заказ, уже буду понимать, что для какого набора. Я помню, Юля осенняя говорила, что у нее получилась существенная сумма, потому что она реально на все наборы смотрела. Ну, в моем случае такая же ситуация. Вот, у меня есть руки Point на чистой канве. Есть вероятность, что я, наверное, его пересмотрю. Большой красивый, да, сюжет, но чтобы тоже не получилась схема прогонистая из-за того, что положили нитку такую, какую нашли. Такое же тоже может быть. Вот. Я этого не исключаю, же говорю, цена, качество. Хотя, вы знаете, я уже смотрю по тому, как у меня получается там заказать набор на 1, 2, 3 стич, либо купить нитки или купить схему. Есть у меня уже мысли по поводу того, стоит ли покупать. Но Joy Sandy я покупаю именно из-за того, что нанесенка. Это как бы тут однозначно. Вот. И не всегда я готова вышивать с наборов. Тем более меня интересует, мне понравилось вышивать с электронной схемы. И благодаря этому я наконец-то решилась, да, на многоцветку от Иволги. Да. Как-то некрасивенько мне все это лежит, но вот так вот. Поэтому прежде чем, скажем так, поставить заключающий кадр, я, наверное, все-таки сейчас озадачусь. И не так много цветов, чтобы их перебрать. Вот, посмотрим. Посмотрим, и вам вот сейчас будет по итогу отвечу. Итак, продолжаем разговор. И у меня тут неожиданно, но факт, возникли еще новые вводные данные, поэтому посмотрим. Я продолжу с того места, с которого, скажем так, остановилась. Вот я кружочками ввела те цвета, которые, ну, совпадают. Есть какие-то полутона, но так как, допустим, это дерево или что-то еще, я решила, что это не критично.
У меня, я вот перебрала с первого цвета, да, то, что мы с вами обнаружили. Естественно, я не понимаю, какой оттенок может быть. Меня не устраивает этот цвет, он темноватый. Серый 415, он якобы светлее. Но опять-таки партия от партии, учитывая, что каталогу уже не 1 год. Вот этот 415 я еще подумаю. 422 однозначно на замену. Это он очень похож на 3828. А тут интересная ситуация получается с 469. Если вы обратите внимание, практически сразу же тут, с другой стороны палитки, находится 937. И если бы я не знала, да, если бы я не пользовалась опытом Ютуба и, соответственно, Юли осенней, я бы, конечно, даже бы, села бы вышивать. Может быть, меня бы что-то смутило, ну вот. А здесь гляньте, какая ситуация. Эти два цвета, они безумно разные. Они есть на палетке. Слушайте, сейчас я открыла просто другое место на палетке, потому что мне важно что-то вам показать. Ну, как бы не то, чтобы прям это критично. Так, 937 и вот, и 469, они рядышком. Вот, видите, даже в каталоге. Пробую. Все, потеряла. Ну ладно, я найду. 469, да, они разные. Один хаки, а другой, ну, более зеленоватый. Но оба цвета не соответствуют. И я вот это вот смотрю и думаю, что если я даже рискну оставить 469 как 469, да, то 937, представьте, да, количество. Ну, тут явно не один моток. Тут мотка 2, то и больше. Ну, надо по пасмам пересчитать. Его 100% на замену. Ну, то есть он ну, вы представляете, ну просто сольется единой массой. И мне даже сложно представить, какое количество может быть этих крестиков. Поэтому однозначно 936 на замену, ну а там уже будем смотреть. Может быть, даже закажу 469, но опять-таки это не точно. Где цвета плюс-минус совпадают, я оставлять буду. Просто когда со своей точки, 415 тоже, видите, как много. Вот, а остальные, 310 черный, понятно. 422 опять-таки, он очень темнит, а это небо, я не могу себе позволить. И его сосед, смотрите, какой светлый. Если я это оставлю в небе, видите, да, то есть настолько, это очень контрастно, это нехорошо. И итого получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По-моему, только 10 цветов из 30 на замену. Ну, слово «только» звучит здесь немножко как бы с издевкой. Но опять-таки, если я не буду менять 469, то будет немножко повеселей. 937 однозначно на замену. Ну, надо ж как. Вот, возможно, люди, которые складывают, не было... да, 10. Вот, а еще тут у меня одна ситуация, видите, 3047 очень сильно начеркан. И неожиданно, но факт, ошибка внутри каталога. Это тоже, оказывается, нужно проверять. И я вот просто на интуиции специально пока что не отвязала ниточку, которая была. Я отрезала эту, которую 3047 правильная. Я уже, видите, так ножничками подрезала. И гляньте, видите, какая ошибка. 3047 и 610 один цвет. Я не знаю, я понимаю, что человеческий фактор и так далее. Но это серьезная ошибка, которая, как бы не имеет места быть. Вот, понятно, что бессмысленно сейчас говорить. Девочки, будьте внимательны. Я уверена, что такая ситуация там чуть ли не единственная, но опять-таки при покупке таких карт, вот видите, хорошо, что я просто так думаю, не могу, как бы китайцы-то ошибаются, как бы, да, конечно. И там люди, и тут люди, как бы, но настолько прям ошибиться, да, чтобы промахнуться в цветовой палитре. Гляньте, какой темный, да, и какой здесь получается светлый. А когда я глянула, что это небо, то представьте, в небе вот такое. Конечно, нет, это неправильно. Должен быть светлый, и вот вам, пожалуйста. Скажем так, история, конечно, печальная с заменой.
Но и опять-таки с каталогом ничего как бы мега страшного не произошло. Неприятно, да, по поводу того, что, да, вот эти цвета, которые самые ходовые, да, вот посмотрите мне, вот этот цвет и вот этот, это однозначно, ну, как бы, вот на замену, потому что это очень темные цвета, и если я их оставлю, я безумно затемню картину. То есть это вообще сольется, да, она должна быть светлее. Это, соответственно, ну, в общем, буду приобретать, потому что, ну, я планирую вышивать до глубокой старости. Вот, поэтому, а потом появятся роботы, которые будут вышивать, наверное, я не знаю. Вот, ну это я шучу так. Вот эти цвета тоже, видите, замена такая интересная. Они рядом, 833, 841. Ну, мы это тоже в бисере встречали. Я не знаю, возможно, такая ситуация и в СХС. Я тут не готова однозначно рассказывать, как это будет, да. Ну вот, опять-таки, соседние цвета, а они, ну, мега контрастные. Сейчас я вам покажу 833, наверное. Сейчас найду. Быстро получится у меня или нет. Вот 15 страничка. Тоже очень удобная такая вот ситуация с поиском. 733, 834. Ну, вы сами понимаете, что 834 он более желтый. Да, если вы видите, обратите внимание, а здесь, соответственно, уходит в горчичный цвет. Ну, это не совсем приемлемо. И 841 практически такая же ситуация. Сейчас открою 22 лист этот. Вот, видите, тоже два цвета, то есть 741 должен быть светлее, тут ставят, или наоборот, честно говоря, не помню, да, а тут ставят 840, который, ну, реально темнее. То есть это нехорошая ситуация, когда я, опять-таки, с самого начала сказала, что я не хочу настолько темную эту картину, а тем более вы сами видите, что здесь придется поработать и поработать хорошо. Понятно, что это не вопрос прям завтрашнего дня, то есть я это сделала, я сейчас сложу и, ну, сейчас, наверное, не прежде чем сложить, я все-таки перезапишу, да, какие номера мне необходимо заказать. Как посчитать, я, честно говоря, затрудняюсь, но я думаю, тут по количеству пасм, да, сколько мы знаем, что 8 метров, здесь, правда, нарезка, ну, все равно будет какой-то запас, я себя знаю. Я в себе уверена. Но, тем не менее, меня радует, что вот такое количество цветов все-таки совпадает. И это, видите, даже в данной ситуации у меня один цвет, который 100% отвечает за этот цвет. Я посмотрела в нитках DMC. Это действительно вот такой вот цвет, то есть 3047. То есть это ошибка в моем каталоге была. Но все исправлено, и это здорово, что можно... Даже и крюк, кстати, совпал. Я думала, вот. Но опять-таки, я уже многократно говорила, что оливковые и красные цвета, они всегда гуляют. Я не знаю почему, а в чем эта особенность проявляется, из-за чего, там красители, не красители. Я не специалист по окраске, поэтому для того, чтобы получить качественную вещь, во-первых, я буду зашивать теми цветами. Реально начну с тех цветов, которые есть. Вот, и уже буду смотреть по поводу того, может быть, не настолько параноидально тут, если вот зеленый цвет, ну, это просто аж свистит, да, надо заменить. 937, может быть, даже я не знаю, как я лучше мне поступить, да, ну, в идеале, конечно, СХС, потому что я потеряю в толщине, да, а в Канаде я, ну, реально не представляю, где его купить, СХС нитки. Вот, поэтому, и в любом случае, у меня с Украины посылку я собираю, да, и некоторые, вот, например, 938 точно помню, тут такой полутон, но видите, это коричневый вот этим с подкрасным с оттенком, ну, и, соответственно, когда полутона, я все-таки себе думаю, ну, как бы, вот, как бы пусть будет, вот. Конечно, то, что я взяла про запас себе нитки, которую я купила в наборе, они, конечно, ну, не настолько хороши. И даже в моих запасах, если что-то есть, то они, ну, тоже, опять-таки, не годятся. Ну, в общем, ладно, разберемся. Тут такое же, говорю. На самом деле, это никак мне не мешает, на самом деле, стартовать.
Если я с иволгой стартовала, имея только 1/3 ниток, просто все же понимают, что такие процессы не идут быстро, и ну, даже если я там где-то остановлюсь, я тоже опять-таки стартану, и если я увижу что-то еще, что мне не нравится, то у меня есть право на замену, как бы и так далее. Вот такая вот ситуация. Вот 1/3 по факту несоответствия. Вот, опять-таки, думайте сами, решайте сами. Меня это никак, ни в коем мере не расстраивает, что вот, я там, все, капец, караул, все, китайцы. Ну, мы же знаем, что мы покупаем. Ну, то есть должны же откровенно уже как бы попробуйте купить такой набор в таком размере. Я думаю, что если перевести все цены, доставки, все остальное, допустим, даже у ЛКС, да, у них есть очень похожий сюжет. Меня здесь, конечно, наповал сразила вот этот фигмам. Да, это чисто такой американский, да, сюжет. Прям вот мне нужен. Я что-то смотрю, меня вообще тянет на костры, горы, речки, деревья. Я прям не знаю. Тут единственная разница, что в Иволге у меня схема с маяком и орлом еще, и неба очень много. Поэтому я буду, скажем так, максимально... И, кстати, да, тоже интересный момент. Я сама себя опять остановила. Ну ладно. У меня нанесенка, мне она нужна как раз для того, чтобы я имела возможность учиться правильно чувствовать цвета, подбирать и так далее. То есть вот тут как раз все это работа над ошибками. Тут я не буду так лайтово лежать, как говорится, смотреть, как красивенько получается. Здесь я действительно со спокойной совестью имею право смотреть, как эти цвета будут ложиться. Есть такая вероятность, что за счет того, что опять-таки, ну представляете, тут будет светлый цвет, и, конечно, это будет просто убийственно, да, или вот на сиреневом будет, правильно, насколько я помню, это же сиреневый цвет, 30-й, ну сейчас глянем, да, 30-й, то есть он, естественно, его полностью не перекроет, но, тем не менее, основная картина все равно будет вырисовываться, и я буду учиться дальше, как, ну, потому что я очень хочу много еще чего вышить, планов огромное множество, желаний тоже столько же, вот, а еще через 5 минут я буду снимать будни, а это я почти на час наснимала о 5 покупках. То есть, как всегда, меня спрашивали, почему я столько много болтаю, потому что всегда дотягиваю до конца, когда уже информации очень много, и у меня реально получается в формате лекций каких-то. Вот. Но, увы, по-другому не получается. Короткометражные фильмы – это не мое. У меня полноценные сериалы. Вот, поэтому для любителей сериалов прошу, оставайтесь на моем канале, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Обращаю ваше внимание, что надо нажать на колокольчик, где все новости, потому что иногда, когда нажимаешь только там избранное или только новые видео, они, в принципе, перестают приходить. У меня есть и анонсы и тому подобное. Поэтому вот такая вот у меня радость. По сути, это за неделю до моего дня рождения. И это здорово. Ну, наверное, видео как раз выйдет ровно за неделю, поэтому вот так вот я себя порадовала, поэтому будьте внимательны, творите, набирайтесь терпения иногда, потому что наше творчество не всегда, к сожалению, приносит только радость, иногда необходимо вдумчиво посидеть, задуматься над чем-то. Но это прекрасный способ отвлечься от других мыслей и, наверное, снять усталость. Поэтому всем хорошего настроения, пусть с вами случается хорошее и почаще. С вами была Наталья, канал NK Modern, теперь уже из Канады. Пока!